Рыбаки, здорово! Сегодня будем коптить рыбу. У нас есть так карась, вот, окунь. И основная это щука. Такая вот. Разделать я буду, то есть будем удалять головы. Тут главное, чтобы основное удалить это жабры. Лучше всего, конечно, отрезать голову просто. И прочинуем. Все, больше ничего удалять не надо. И дальше будет процесс просто засолки. Ладно, приступаю. Так, рыбу я прочиновал и хорошенько промыл. От щуки, конечно, слизи очень много. Вот так вот, то есть удалил голову и прочиновал. Теперь беру обычную соль и так вот хорошенько натираю снаружи. Кстати, в соль можно добавить перец. То есть кому как нравится перец, там различные приправы. Но я сделал просто с обычной солью. И немножко соли внутрь. Переборщить солью не бойтесь. То есть перед самим копчением рыбу буду все равно промывать. Или будете промывать вы. И просто, можно сказать так, замочить ее на час. И лишняя соль выйдет. Так вот натрали и все, оставляем. Теперь следующую. И тоже соли. Снаружи натираем, особенно вот в этих местах. Разрезать повдоль ничего не надо. Рыба не настолько крупная и вся абсолютно прокоптится. Нам сейчас главное, чтобы она просолила. И немножко соли внутрь. Все вот так вот натираем. Одной рукой неудобно. Вот так вот. В общем, процесс засолки именно такой. Также хочу отметить то, что щуку все-таки лучше разрезать. То есть сделать вот так вот. Разделить ее. Потому что иногда бывает то, что края пересоленые, а сама середка недосоленая. Лучше, как говорится, пересолить, чем недосолить. И все. И также солью сейчас ее натираю и оставляю. Оставлю я ее на день, потому что сегодня вечером еще на рыбалку, может еще что-то подловлю. А так, в основном, ей хватит просолиться буквально час, ну, два. Потом ее промываем и оставляем подсушиваться перед копчением. Ну, это я все покажу. Так, теперь следующий этап. Промыть рыбу от соли. То есть хорошенько берем. Также от слизи. На щуке очень много слизи. Солил я немного, поэтому просто вот так вот споласкиваю. И нужно ее просушить. Так вот раскладываю в сушилке. Иначе, если сырой ее закинуть в коптильню, то она просто сварится. Так, от краев убираю. Потому что иначе мухи. А сушилка такая спасает от мух. Кстати, классная вещь. Для сушки рыбы вообще самое то. Можно и яблоки сушить. Так. Следующую. Вот карасики, окуньки. Тоже промываем. Так, их давай на второй ярус. Все, такой вот принцип. Сейчас все разложу и покажу. Вот такая вот красота получилась. Сейчас они где-то с часок. Сейчас ветер, солнышко. С часика повисят и все. Можно будет коптить. Закрываю. Все, теперь ни одна муха не залезет. Оставляю сушиться. Итак, следующий этап — это подготовка к коптильне. А именно засыпка щепы. Есть яблоневая. И
и груша. Коптить буду на груше. А на рыбу много не надо. Если, к примеру, сало коптим, то побольше. На рыбу чуть-чуть, прям буквально 2-3 горсти. Раз. От стенок подальше, потому что буду, как говорится, топить ее на мангале. А края у мангала как раз проходят где-то вот так вот. Поэтому вся щепа должна попадать именно под огонь. Ну, еще можно вот так чуть-чуть. Так, этого количества достаточно, даже много насыпал. И теперь закрываю все поддоном. Так, поддон закрыл фольгой. Его потом просто будет так легче отмыть. Так вот. Все, она никуда не денется. Теперь можно накладывать рыбу. Также предварительно сейчас смаживаю маслом грильницу вот эту, так сказать, чтобы просто рыба не пригорела. Первый ярус. Сейчас натурмаслом буду раскладывать уже рыбу. Рыба, кстати, уже, да, подсохла. Снутри еще чуть-чуть сырая. Не пойдет. Отлично. Сверху вот немного скопилось. Сольем. Все, приступаем к заброске рыбы в коптильню. Так вот, протираю маслом каждую решетку. И все, и теперь можно раскладывать рыбку. Вниз пойдет самая крупная щука. Красота какая! Изумительно. Так, вот в край. Так, придется все-таки делать немножко по-другому. Не помещается она, к сожалению. Тогда берем щучку поменьше. Еще мусор остался. В сторону. Так вот. Так вот. И так вот. Коптильня маленькая, все не помещаться. Следующий ярус. Вот тут уже накосячил. И той стороной. Вот так вот надо.
Есть. Второй ярус. Предварительно тоже смажем. Должна поместиться вся. Отлично, как раз прям целая коптилка. Все, закрываю. Вот так вот. Закрываю и на огонь. И можно коптить. В общем, получилась вот такая вот конструкция. Фольгу я сделал для того, что буду коптить на березе. И она сама очень сильно коптит. То есть гарь идет такая черная. И чтобы коптильню не закоптить, кстати, вот уже следы видали от прошлых копчения. И делаю вот такой вот, так сказать, забор из фольги. То есть дым будет уходить чуть-чуть в сторону. А иначе она будет просто вся черная. И отмыть будет очень сложно. Ну и все, можно разжигать. Сразу запах бани пошел. Все, теперь остается только ждать, когда отсюда пойдет дым, и засекать. 40 минут вполне достаточно. И также можно сюда налить воды, чтобы дым сильно не уходил. Но так как коптим на открытом воздухе, то есть это делать вообще не обязательно. Но я все-таки наливаю, дым так поменьше выходит. И периодически, если в квартире открывать нельзя, то тут можно открывать, смотреть, пожалуйста. Все разгорается. И дым все равно вот немножко уходит. И то есть коптильня не так сильно пачкается. Снизу фольга ничего не будет, а огонь будет свободно, он ее сейчас прожгет. Тут вот снизу я тоже постелил. И поэтому, то есть, топиться будет отлично. Фольга ничего отражать не будет. Никакое тепло. Разгорается. Отлично. И подкидывать я буду по чуть-чуть. На первый раз закидываю много, а потом по чуть-чуть, по одному небольшому поленцу. Ждем дым. Так, дым пошел. И заливаю воду. Сейчас будет лучше видно. Так вот будет достаточно. Все, остается теперь только засечь 40 минут до готовности. Также буду открывать, показывать, как идет процесс копчения. Так, прошло 20 минут. Сейчас откроем, посмотрим. О, красота какая! Смотрите, золотая, особенно окуня. Вообще изумительно. Закрываю. Даже можно не 40 минут, а минут 30.
Но оставлю на 40. Я люблю, когда побольше подкопченая. И, кстати, потому как подкидывать дрова. Подкидываем по чуть-чуть. Много не надо. Я первый раз, когда коптил, топил так. Раньше поезда так не топили. И рыба просто вся сгорела. Прикипела к этой решетке. И ее пришлось просто отшкрябывать. Развалилась вся в руках. Короче, ничего хорошего. Вот по чуть-чуть подкидываю. Мангал толстый. И поэтому от него жар тоже идет. А так смотрю, вот крышку трогаю. Горячая. Более-менее. Тут вот в воде пузырьки появляются. Значит, все отлично. Все, еще 20 минут. Так вот фольга прогорела. Но середка должна была прогореть. Тоненькая. Я обычно толстую покупаю. И край не сильно закоптился. Так что отмою. Так, коптил я 50 минут. Подкалил, как говорится. И сейчас вот снял. Подожду минут 10. Остынет и буду открывать. Так сказать, дойдет. Все, можно открывать. Красотища какая. Смотрите, какая вообще прям изумительно. Чуть я подкалил. Цвет такой прям темно-золотистый стал. Если 40 минут, чуть посветлее будет. Но все-таки и будет готово через 40 минут. Но 50 минут еще красивше. Красота. Так, сейчас сниму это и покажу нижнее. Вот, возможно, даже чуть-чуть не досушил. Но это сок, наверное, проступил. Можно было чуть побольше подсушить ее. Ну, готово, по идее. Очень-очень красиво. А пахнет как класс. Так, а вот нижний слой. Тоже все прокоптилось. Теперь остается только ждать, пока остынет. И можно пробовать. Ладно, рыбаки, давайте. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока.